Тот, кто одинаково взирает на друзей и врагов, кто одинаково встречает почет и бесчестие, холод и жару, счастье и страдания, славу и позор, кто никогда не соприкасается с тем, что оскверняет, всегда хранит молчание и всем доволен, кто не беспокоится о пристанище, кто непоколебимо утвердился в знании и преданно служит мне, тот очень дорог мне. Комментарий. Преданный всегда избегает дурного общества. В жизни нас то хвалят, то поносят. Такова природа людской молвы. Но преданный всегда остается безучастным к иллюзорной славе и позору, счастью и страданиям. Его терпение поистине неиссякаемо. Он никогда не говорит ни о чем, кроме того, что связано с Кришной, поэтому его называют молчаливым. Молчаливость не означает, что человек должен перестать говорить вообще. Просто не нужно болтать глупости. Речь дана нам для того, чтобы говорить на важные темы. И для преданного самой важной темой является Верховный Господь. Преданный счастлив при любых обстоятельствах, иногда его кормят вкусно, а иногда нет. Но он всегда остается довольным. Не заботится он и о крыше над головой. Приютом ему может служить то дерево, то роскошный дворец. Он одинаково равнодушен и к тому, и к другому. Его называют целеустремленным, ибо он непоколебим в своей решимости и знании. В описании качеств чистого преданного можно обнаружить повторы, но их цель подчеркнуть, что преданный должен развить в себе все эти качества. Без этих качеств он не сможет стать чистым преданным. Харав абхак тасья куто махан гунах. Тот, кто не является преданным, лишен хороших качеств. Но тот, кто претендует на то, чтобы называться преданным, должен развить в себе все эти качества. Разумеется, он не прилагает к этому специальных усилий. Преданное служение в сознании Кришны помогает ему без особого труда развить их в себе. Еще раз текст. Тот, кто одинаково взирает на друзей и врагов, кто одинаково встречает почет и бесчестие, холод и жару, счастье и страдания, славу и позор, кто никогда не соприкасается с тем, что скверняет, всегда хранит молчание и всем доволен, кто не беспокоится о пристанище, кто непоколебимо утвердился в знании и преданно служит мне, тот очень дорог мне. So this chapter is called Devotional Service. Так эта глава называется преданное служение. And in the beginning of this chapter, Arjuna asks Krishna that who are most perfect, those who are meditating on your impersonal feature, or those who are worshipping your personal form. И в начале этой главы Арджуна спрашивает у Кришны, кто более совершенен, тот, кто медитирует на твой персональный аспект, или тот, кто поклоняется тебе как личности. And Krishna replies that it's very difficult to make progress on the path of impersonal meditation. И Кришна объясняет, что это очень трудно совершать прогресс на пути имперсональной медитации. But those who are engaged in a devotional service, worshipping my personal form, Krishna says, for them I'm the swift deliverer from the ocean of birth and death. Но те, кто поклоняются мне как личности, для тех я становлюсь очень быстрым освободителем из круговорота рождения и смерти. So, especially that refers to devotees who are completely absorbed in devotional service. В особенности это, конечно же, относится к тем преданным, которые полностью погружены в сознание Кришны. Probably most of them would have a spontaneous attraction to devotional service even from their childhood. И большинство из них, скорее всего, они имели спонтанную привязанность к Кришне с их, как сказать, детских лет. Just like Srila Prabhupada, подобно тому, как Шрила Прабхупада. He explained how he was born in a Vaishnava family.
Он рассказывал, как что он был рожден в семье вайшнавов. How he took, his parents worshipped Radha Krishna. Как его родители, он видел это, как они поклонялись Радхе Кришне. He took prasad throughout his whole life, Krishna prasadam. Он всю жизнь вкушал только Кришна прасад. When he was young, his father bought him mridanga, taught him how to sing bhajans. Когда он был маленький, его отец принес ему мридангу, учил его, как петь баджаны. His father also built a small Rathayatra cart so he could have Rathayatra with his friends. Также его отец, он построил маленькую колесницу, и они с маленькими друзьями Прабхупады имели шествие колесницы. His father also bought him small Radha Krishna deities. Также отец подарил ему маленькие божества Рады и Кришны. And he and his friends offer even small mud cakes to the deities. И друзья Шрилы Прабхупады, вместе с Шрилой Прабхупадой, они предлагали божествам маленькие такие пирожные. Глиняные пирожные. Made from mud. So like that, he was trained in a Vaishnava family, and he had the whole life that natural attraction for devotional service to Krishna. И таким образом всю свою жизнь он был, его воспитывали в сознании Кришны. И с детства и всю жизнь свою он сознавал Кришну. And Prabhupada explained in his horoscope, it was predicted that after 70 years of age, he will cross the ocean and open 108 temples. Шрила Прабхупада даже говорил, что в его гороскопе было предсказано, что после 70 он пересечет океан и откроет 108 храмов. So, very unique personality. Очень уникальная личность. And his spiritual master also. И его духовный учитель также. Was born in a Vaishnava family. Был рожден в вайшнавской семье. The family of Bhaktivinoda Thakur. В семье Бхактивинода Thakura. Bhaktivinoda Thakur, he, desired strongly to preach Krishna consciousness. Бхактивинода Thakura очень сильно желал проповедовать сознание Кришны. And he prayed that a ray of Vishnu would appear as his son. И он очень молился, чтобы луч Вишну пришел как его сын. So his prayers were answered in the personality of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. И эта молитва, на нее Господь ответил, послав Бхактисиддханту Сарасвати. And his father trained him to study the scriptures from an early age. И с самого детства Бхактивинода Thakura, отец, он учил Бхактисиддханту Сарасвати изучать священное писание. I think by 7 years of age he could remember the entire Bhagavad Gita by heart. What is the age? 7. В 7 лет он все священные писания помнил. The whole Bhagavad Gita. Всю Бхагавад-гиту помнил наизусть. И мог цитировать ее. He had powerful memory, like photographic memory. Он имел фотографическую память. And he was also trained how to print books. His father trained him how to run a printing press and print books. И также он учился тому, как печатать книги. So, in this way, he was, he was spontaneously absorbed in devotional service, whole life. И так он был спонтанным образом погружен в преданное служение всю свою жизнь. And there are, of course, many other great devotees who from childhood were great Vaishnavas. Которые с детства были великими вайшнавами. So it's from previous lives they were Vaishnavas or they were sent from the spiritual world. Некоторые были с прошлых жизней, некоторые пришли из духовного мира. But Krishna says if you cannot, absorb yourself like that fully, then try to follow the regulative principles of Bhakti Yoga, and in this way
develop a desire to attain me, И Кришна говорит в Бхагавадгите Арджуне, что если ты не можешь таким образом полностью погрузиться в предназначение, думать обо мне, то тогда следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, и тогда у тебя развьется вот это стремление, желание быть со мной, думать обо мне. so, generally in ISKCON, that's what we're trying to do. И обычно вот, наша организация это то, что мы как раз пытаемся делать. Yeah. Most of us are coming from Большинство из нас пришли from non-Vaishnava society, из невайшнавского общества. so we need some training, some purification. И мы нуждаемся в определенной, так сказать, обучении, в определенном очищении. So following the regular principles of Bhakti Yoga is the purificatory process. И исследование вот этим регулирующим принципам бхакти-йоги – это очищающий процесс. It doesn't mean just following 4 regular principles. Это не только означает исследование 4 регулирующим принципам. But of course that is also there. Хотя, конечно, это тоже включает в себя. But 4 regular principles by themselves don't make a person Krishna conscious. Но просто регулирующие принципы, они сами по себе не могут сделать человека сознающим Кришны. Just like in the pastimes of Lord Chaitanya, Как вот в играх Господа Чайтаньи. in the house of Srivas Thakur, once there was a great kirtan. В доме Шриваса Такура был большой киртан. But Lord Chaitanya was not feeling his usual ecstasy. Но Господь Чайтанья, он не чувствовал такого экстаза, как обычно он чувствовал. And he asked Srivas, why is that? You brought somebody here, you brought somebody that's not usually here? И Господь Чайтанья, он спрашивал у Шриваса и преданных, почему не чувствую обычного счастья, воспевания, как бы похоже, кто-то здесь присутствует посторонний, ты, наверное, кого-то пригласил. He said, yes, I've invited one brahmachari here. И Шривас Такур сказал, да, говорит, я пригласил брамачари сюда. Very pure Очень brahmachari, чистый такой very брамачари, strict. очень строгий. In fact, he only eats milk and fruit and milk. И он, говорит, питается только молоком и фруктами. And Lord Chaitanya became angry. И Господь Чайтанья разгневался. You think one can attain Krishna just by being a brahmachari and eating only fruit and milk? И он сказал, ты что думаешь, что Кришну можно достичь просто будучи соблюдая брамачари и питаясь фруктами и молоком? Throw him out from here. Выкинь его отсюда. But that brahmachari actually, when Srivas was sending him out, he felt blessed that Lord Chaitanya has, paid attention to me, he has chastised me. Но этот брамачари, когда его Шривас Такур попросил выйти, он как бы думал про себя, он не обиделся, он думал, что все равно здорово, что Господь Чайтанья как бы обратил на меня внимание, он как-то меня поругал. И то, что я уже увидел, это уже очень много. And then Lord Chaitanya realized that, yes, he's had a change of heart, just call him back, call him back. И тогда Господь Чайтанья, он как бы понял, что он мыслит, рассуждает уже как преданный, у него поменялось сердце, у него настроение бхакти преданного, и он сказал, ладно, позовите его обратно. But anyway, the point is, just by being brahmachari, just by following those four regular principles, is not sufficient to make a person Krishna conscious. Но суть этой игры заключается в том, что Господь Чайтанья хотел показать, что просто соблюдая брамачари или следуя 4 регулирующим принципам, это не может позволить человеку. In the purport of the particular verse, Prabhupada mentioned regular principle like regular chanting of the holy names of the Lord, hearing the scriptures, worshipping the deity, taking prasadam. Those are also regular principles of Bhakti Yoga, and even more important, we can say. И Шрила Прабхупада объясняет, что наиболее важными принципами преданного служения, регулирующими принципами преданного служения являются воспевание святого имени, общение с преданными, поклонение божествам, слушание Шримад Бхагаватам, Taking prasadam. вкушение прасада. Those are like positive. Это позитивные принципы. And
those make one attached to Krishna. И эти именно позитивные принципы, они привязывают нас к Кришне. But simultaneously, if one follows the four regular principles, which are more like negative avoidance of certain things, that will give strength to one's practice. И если человек соблюдает также 4 регулирующих принципа, которые как бы имеют такой как бы негативный, ограничивающий эффект, ну, как бы, влияние, то это дает, если человек соблюдает их, то это дает ему силу для того, чтобы следовать позитивным принципам. It's kind of tapasya following those four principles. И это определенная тапасия следовать этим 4 регулирующим But they give determination, Prabhupada Но это explained. дает решимость. Determination in all the other practices. Следование другим принципам бхакти-йоги. Yes, so in our ISKCON, we give the stress to hearing and chanting about Krishna, and nice deity worship, nice prasadam. И в нашей организации мы как бы подчеркиваем важность воспевания, слушания и также поклонения божествам и вкушения прасада. In this way we can develop, more and more attraction to Krishna. И таким образом мы больше и больше развиваем привязанность к Кришне. Eventually we may come to a platform of spontaneous love of Krishna. И постепенно мы поднимемся на уровень спонтанной привязанности к Кришне. Gradual process, but that's a process. Постепенный процесс, но процесс. Then Krishna says, if you can't do that, then at least work for me. И тогда Кришна говорит, что если ты не можешь следовать этому процессу, следовать этим регулирующим принципам бхакти-йоги, тогда работай для меня. It's karma yoga. Это называется карма-йога. And there are two levels we can say of karma yoga. И есть 2 уровня карма-йоги. There's like a nishkama karma yoga, which is more surrendered or more free from material desires. Есть один уровень, это нишкама карма-йога, которая более свободна от материальных желаний. More willing to just work for Krishna, do whatever is needed for Krishna. То есть, когда человек, он просто хочет что-то делать для Кришны, его привлекает деятельность, не плоды. Can even work very hard for Krishna. Он может трудиться очень тяжело. And then there's another level, more sakama. Есть более ниже уровень сакама карма-йога. Person has more material desires, У человека больше материальных желаний. but still he's willing to, contribute or donate some of the fruits of his labor to Krishna. Но все равно у него есть материальные желания, но он как бы хочет все равно посвящать какие-то плоды своей деятельности на служение Кришне. And then Krishna says, well, if you cannot sacrifice the fruits of your activities to me, then try to develop knowledge. И дальше Кришна говорит, что если ты не можешь посвящать плоды своей деятельности мне, тогда постарайся развивать знания. Spiritual knowledge. Духовное знание. Not just some, Не просто university degree. какое-то знание, да, которое преподают в университете, именно духовное знание. Spiritual knowledge, yeah. And better than spiritual knowledge better than cultivation of knowledge is meditation. И дальше Кришна говорит, что лучше, чем развитие знания, это медитация. And better is to sacrifice the fruits of one's life. А лучше медитации это жертвовать плоды свои. That's again karma yoga. So different levels. То есть таким образом Кришна нам дает разные варианты, разные уровни, которым мы можем следовать для того, чтобы прогрессировать в духовной жизни. So like that, but the idea is to come up to the level of gradually rise to the level of pure devotional service. Но идея в том, чтобы постепенно мы таким образом прогрессировали на высший уровень. And then Krishna is explaining the qualities of those who are practicing devotional service. И дальше Кришна объясняет качество тех людей, которые практикуют преданное служение. So there are quite a few verses here describing good qualities of devotees. И здесь несколько стихов, которые объясняют хорошие качества преданных. So these two verses we read today, very nice.
эти два стиха, которые мы сегодня прочитали, очень How, due to their absorption in Krishna consciousness, devotees become full of good qualities. И здесь Кришна объясняет, что благодаря погруженности в сознание Кришны преданные, они исполняются всех хороших качеств. In Chaitanya Charitamrita is mentioned 26 qualities of a devotee. В Читании Чаритамрите объясняется 26 качеств преданного. And among them, one is considered primary and 25 secondary. И из этих 26 качеств одно является, как сказать, на первом месте стоит, а все остальные они уже следуют из него. So the primary quality is that a devotee is surrendered to Krishna. И важнейшее качество, от которого зависят все другие, это то, что преданный, он предан Кришне. He follows Krishna's instructions. Он следует наставлениям Кришны. He engages in devotional Он service. занят преданным служением. And as a result, all other good qualities gradually develop in his character. И как результат этого все хорошие качества, они постепенно проявляются в преданном. So we can see like that, equal to friends and enemies. И мы можем рассмотреть это, то, что преданный, он равно относится и к друзьям, и к врагам. Just like Kapila Dev describes some qualities of a devotee in the third canto. И как Капила Дев, он объясняет качество преданного Some qualities. некоторые качества преданных в третьей песне Шмабхава. Pratikshava Karunika Suridam Sarvadehinam Ajata Satrava Shantam Sadhava Sarvabhushanam. That a devotee is tolerant and he's merciful. Что преданный, он терпелив и милостив. And is a friend of all living entities. И он друг всех живых существ. Just like Krishna also, he's a Suridam Sarvabhutanam. He's the friend and well-wisher of all living entities. Так же, как и Кришна, он друг и доброжелатель всех живых существ. Krishna says, Samoham Sarvabhuteshu Name Dveshustina Priya Ye Bhajanti Tumam Bhaktya Mai Titeshu Chapyaham. I envy no one and I'm not partial to anyone. Кришна говорит, я никому не завидую, и я не принимаю ничью сторону, я не симпатизирую специально кому-то. I'm equal to all. Ко всем равно отношусь. But if one renders service to me in devotion, Но если кто-то служит мне, и у него есть преданность, he is a friend, he is in me. и тогда он мой друг, и он тогда со мной. And I am a friend to him. И я ему тоже, я уже отношусь к нему как к другу. So Krishna is a well-wisher of all, but if somebody becomes a devotee and tries to serve Krishna, this attracts Krishna. И Кришна, он равно ко всем относится, но если кто-то служит Кришне и развивает к нему преданность, то это также привлекает Кришну. Krishna is Ajita, he is unconquerable. И одно из имен Кришны – это Аджита, он непобедим. But he becomes Jita, conquered by the love of his devotee. Но он становится Джита, то есть побежденным любовью своего преданного. Prabhupada, he said that Krishna, he's attracted if devotees are chanting his names or talking about him. И Прабхупада объясняет, что Кришна, он привлекается, когда преданные воспевают его имена, говорят о нем. Just like if somebody is talking about you in the next room, if you hear, that you will be very interested. What are they saying about me? Так же самое, как если кто-то в соседней комнате говорит о вас, то вы сразу привлечетесь, вам интересно, а что они там обо мне говорят? Just like in the story of one of the stories related to Jagannath, the queens in Dwarka, they were discussing the pastimes of Krishna and the gopis. Так вот, как история о Джаганатхе, когда Кришна на поле битвы, на Курукшетре. Нет. In Dwarka. But this happened on Kurukshetra. In Kurukshetra. Yes.
Did it? Okay. In Dwarka, they were the queens of Dwarka. No, I heard story that it was on Kurukshetra. Subhadra. Subhadra was what? Yeah. Well, okay. Where it happened, we don't. All right. Ну, в общем, или в Дварах, или на Курукшетре. Но суть заключается в том, что Субхадра рассказывала царицам о играх Кришны во Вриндаване. Subhadra was at the door. В общем, рассказывали... The queens were discussing. Они обсуждали игры Кришны во Вриндаване, царицы. Subhadra was guarding. А Субхадра, она была на страже. But she heard them talking, and her eyes became very big, and her smile, she had a big smile on her face. Да, и Субхадра, она слышала, как Рахини, по-моему, рассказывала царицам о играх Кришны во Вриндаване. And Krishna and Balaram came by. И Кришна с Баларамой мимо проходили. So they also, И они тоже привлеклись. you see, interesting to hear all these pastimes. Они тоже очень заинтересовались послушать об этих. So like that, their eyes also became big and big smiles. И таким образом они приняли такую форму Джаганатхи. So anyway, Krishna is attracted when devotees are chanting his name or when they're serving him. И так или иначе, Кришна, он привлечен, когда преданные воспевают его святые имена, когда они слушают, когда они обсуждают его деяния. So in this way, Krishna is a well-wisher of all, and the devotee also becomes a well-wisher of all. И таким образом, Кришна, он является доброжелателем всех, и преданный, он тоже становится доброжелателем. And sometimes a devotee is in a comfortable position, and sometimes he's in a difficult position. И иногда преданный, он в комфортабельных условиях, а иногда не очень. Sometimes it's very hot, sometimes it's very cold. Иногда очень жарко, иногда холодно. But he tolerates. Ну, преданный он терпит. Sometimes he's honored, sometimes he's criticized. Иногда его почитают, а иногда критикуют. Sometimes he becomes well known, sometimes he becomes disgraced. Иногда он становится очень знаменитым, а иногда о нем забывают. But still, the devotee is fixed in remembrance of Krishna. Но преданный всегда, так сказать, памятует о Кришне. So therefore these dualities of material existence, they do not bother him. Поэтому вот эта двойственность материального мира, она его не беспокоит. This everything comes and goes in the material world. В материальном мире все время что-то приходит, что-то уходит. And anyway, we're going to leave this body before И скоро мы уже оставим это тело. So you have to be fixed on the goal. Поэтому мы должны быть зафиксированы на цели. Fixed in Krishna consciousness. Зафиксированы в сознании Кришны. And you know, accept whatever comes as a mercy of Krishna. И все, что приходит к преданному или уходит, он принимает как милость Кришны. So Krishna is pleased by this mood of a devotee. И Кришне ему нравится, он удовлетворен таким настроением. Such devotee becomes dear to him. И такой преданный он становится дорог Кришне. So these are some of the qualities of the devotees. И это вот такие качества преданных. So, and as Prabhupada says here in the purport, one doesn't have to separately endeavor to acquire these qualifications. И также в комментарии Шрила Прабхупада подтверждает, он говорит о том, что эти качества преданный не должен стремиться как-то отдельно развить He специально. simply tries to be engaged in a process of devotional service, and these qualities will gradually, automatically develop in his character. И он просто преданный, он старается просто быть занятым преданным служением. И вот эти качества, они естественным образом разовьются в его характере. So, Hare Krishna. Hare. Thank you. You have a question? Спасибо большое за лекцию. Махарадж, вы упоминали в лекции Гьяна-канду, Карма-канду. Об этом Кришна говорил 5000 лет назад. Но 500 лет назад Кришна явился как Чайтанья Махапрабху. И ачарьи описывают, что он дал Чайтанья Нитянанда. Они дали метод, отличный от Карма-канды и Гьяна-канды, Кевалананда-канда.
И Прабхупада поясняет, что этот метод заключается просто петь и танцевать, сплошная ананда. И вот могли бы вы сказать, какой есть минимум для того, чтобы мы могли, вот мы обычные люди в Кали-юге, нам трудно танцевать, нам трудно это, трудно помнить о Кришне, нам все это трудно. Но что нам не трудно было бы, это петь и танцевать. Но вы могли бы сказать, какой нужен минимум, вот какой Прабхупада установил минимум для того, чтобы достичь совершенства? Minimum. Какой минимум деятельности, чтобы достичь совершенства в преданном служении? Well, I think the minimum we should follow the process Prabhupada has given us. That is, to attain perfection. You want to know to attain perfection. Yeah. Махарадж говорит, что для того, чтобы достичь совершенства, минимум это то, что мы должны следовать тому процессу, который Шрила Прабхупада нам дал. А какой это процесс? Девалананда Канта, как он выглядит в жизни? Как он проявляется? Well, chanting 16 rounds, following the four principles, engaging in a devotional service, hearing and chanting about Krishna. Да, следование 4 регулирующим принципам, воспевание 16 кругов мантры, все, что мы обсуждали сегодня. That's to attain perfection. И это все предназначено для того, чтобы достичь совершенства. But you know, if it's too difficult, then okay, start on some simpler level. Но если это трудно, тогда можно начать с какого-то более простого уровня. Okay, 2 rounds, 3 rounds. 2 круга, 3 круга. 2 principles, regular principles. 2 принципа. 1 principle, 2 principles. That you start like that. Да, с чего-то надо начать. But you won't get perfection just by that. Но невозможно достичь совершенства благодаря этому. But the idea is by doing that minimum, then gradually you can get more strength, more determination. Но идея заключается в том, что следуя тому, чему вы можете следовать, постепенно вы будете развивать решимость для того, чтобы следовать процессу как бы, полноценно, как вашего пути. Just like we have these different levels, I don't know if you do in Ukraine, but what is it? Krishna Sadhak, Krishna Sevak, you know those? You don't have here? You know that one of them they follow 4 rounds and 2 principles and then they come to 8 rounds. Кришна Севака, Кришна. Есть такой, да, это есть. Бхакти Врикши есть такой. Yeah, then, you know. 4 круга, 1 принцип, потом 8 кругов, 2 принципа. Постепенно выходят на 16 плюс 4. Да. Все слышали, все. So, you know, that's to help you get started and gradually rise to higher levels. И это помогает постепенно возвышаться на более высокий уровень, на тот уровень, который дал Шрила Прабхупада. But, you know, Prabhupada did want the devotees to come to the stage of 4 principles and 16 rounds and regular engagements in devotional service. И мы должны понимать, что Шрила Прабхупада как раз это хотел, чтобы преданные возвысились на этот уровень 4 регулирующих принципов, 16 кругов. And of course, there's once a devotee asked Prabhupada, or Prabhupada said you have to, you know, be 100% Krishna consciousness to go back to Godhead. Однажды Шрила Прабхупада, есть такая история, Шрила Прабхупада сказал одному преданному, ты должен на 100% предаться Кришне, осознавать Кришну для того, чтобы вернуться к Богу. And the devotee said, well, what if it's too difficult? And Prabhupada said at least 90%. И преданный сказал, что очень трудно, что Прабхупада сказал, да, хотя бы на 90%. And the devotee said, well, I might not be able to manage 90, and Prabhupada said at least 80%. И преданный сказал, наверное, не получится 90, и Шрила Прабхупада сказал, хотя бы на 80%. And the devotee said, maybe that's too difficult, and Prabhupada said at least 70%. И преданный сказал, наверное, 80 не получится. Прабхупада сказал, последние 70%. So, Lord Chaitanya may give some, you know, extra mercy. То есть мы рассчитываем на вот это какой-то бонус от Господа Чайтаньи, то есть экстра милость.
But we should try for 100%. Но мы должны стараться на 100%. But Lord Chaitanya, He is merciful. Но Господь Чайтанья милостив, и это наша надежда. But to get started, we don't expect that people will be able to. Well, some will be able to chant 16 rounds and follow 4 principles immediately, but for many it may be difficult to start like that. Ну, для начала, да, мы можем начинать с каких-то вот таких вот небольших количеств кругов и так далее. Мы не можем ожидать, что все люди, некоторые могут сразу, да, начать практиковать полноценно, но большинство, очень много людей, которые не могут. Поэтому можно начинать вот так вот потихоньку. Just like Krishna here also, he can start on the level of Jnana Yoga or Dhyana Yoga or Karma Yoga. Так сам, да, как Кришна в Бхагавадгите также Арджуне объясняет, что вот есть уровни там Дьяна йоги, Гьяна йоги и так далее. Karma Yoga. Карма йоги, да. But the idea is to come to the Bhakti Yoga Да, path. но идея следования всем этим видам йоги, чтобы постепенно человек пришел к бхакти-йоге. А где пение там? Обещанные. Where is the chanting? And dancing. That's in the Bhakti Yoga. Это все в бхакти-йоге That's Bhakti включается. Yoga. Chanting and dancing is Bhakti Yoga. It's not very difficult process, but from one point of view, it's not very difficult. Да, это не трудный процесс, радостный. From one point of view, с одной точки зрения. Да, с одной точки зрения. At least chanting and dancing is not so difficult. По крайней мере, танцевать и петь не так трудно. Вы также в лекции говорили о 26 качествах преданного и о том, что самое главное из них – это преданность Кришне. А откуда у обычного человека вообще появляется эта преданность? И каким образом мы потом можем эту преданность развивать, увеличивать? That comes from association with devotees. Это приходит благодаря общению с преданными. Prabhupada said that's why we are preaching Krishna consciousness. Это Шрила Прабхупада говорил, вот это почему мы проповедуем сознание Кришны. To give the mercy of Krishna and Lord Chaitanya. Для того, чтобы распространить эту милость Кришны и Господа Чайтаньи. To give people the opportunity to hear about Krishna. Для того, чтобы дать людям возможность слушать о Кришне, о преданных. To engage in chanting and dancing with the devotees. Заняться воспеванием и танцами в обществе преданных. In that way they get the seed of bhakti. И таким образом они увидят, что такое бхакти. They get the seed of И bhakti. они получат семя. So it is by the mercy of the devotees. Это по милости преданных происходит. The devotees are like touchstone. Преданные подобно философскому камню. Just like a touchstone can turn ordinary metal into gold. Так само, как философский камень может благодаря прикосновению превратить обычное железо в золото. So the association of devotees Общение с преданными can transform the ordinary person also into a devotee. может превратить обычного человека в преданного. Is it okay? Have you read? Нормальный вопрос? Okay. Считаете ли вы, что после грехастха ашрама преданный должен перейти в ашрам ванапрастхи? Шрила Прабхупада часто писал об этом в Шримад Бхагаватам. И если преданный решился на это и перешел в ашрам, с ашрама грехастхи в ашрам ванапрастхи, посвящая всю свою оставшуюся жизнь служению миссии гуру, преданных и Господа и Чайтаньи Махапрабху, нужно ли ценить таких преданных или это обычный ашрам? Do you understand? Yes, question is... I understand the Russian, but do you understand the essence of the question? Can I explain? The last part of it explained. Last part. Yeah.
he means one who is accepting Vanaprastha ashram, he should be special, and all other devotees should value him, but or he should be considered common devotee, or common ashram. It is common ashram, Vanaprastha ashram. Or it should be considered like special ashram, like sannyas ashram. Well, I'd say that it's good if devotees, after their grihastha devotees, after their children are growing up, if they can, the mother and father can, retire a bit from the family affairs, they can go to the holy dams, or they can spend more time engaged in devotional service. I think it's good. Да, это хорошо. Я считаю, что это хорошо, если преданные семейные, у которых выросли дети, и у них есть возможность поехать в Святую Дхаму и там посвятить свое время на служение Господу. Это очень хорошо. Or they may be even in the Western temple, spend more time for spiritual activities. Здесь, на Западе, в храмах они могут посвящать больше деятельности преданному служению. I mean, not to be worrying all the time about family affairs, even when they're very old. То есть у них не надо беспокоиться о делах семьи, когда они в возрасте уже. Yeah, to let the grown-up children take charge of their family. Да. То есть эти выросшие дети, они могут уже взять ответственность за семью на себя. Yeah. So it's good. Это хорошо. And I think that such devotees should be respected, because obviously they're older devotees, they're experienced devotees. И, конечно же, такие преданные нужно оказывать уважение, потому что они старшие преданные, в возрасте. They have experience in life, they have experience in Krishna У consciousness. них есть опыт, жизненный опыт, у них есть опыт сознания Кришны. They're senior persons. Они старше. Provided their behavior is nice, they're nice devotees, they Если should у be них respected. хорошее поведение, то они хорошие. They should be respected. Да, их нужно уважать. Hare Krishna.